Итак, давайте проговорим это все сразу, предвещая подобные комментарии под этим роликом. Да, я нытик, мне нравится ныть в лишний раз о контенте в игре, о каких-то не самых однозначных моментах, на мой взгляд. И, как и всегда, как и в предыдущих роликах, сегодня я также планирую ныть касаемо контента. А в частности, карточек. Вот хоть убейте, но я не понимаю логику Konami в отношении последних релизнутых карточек. Если вы следите за моим каналом достаточно давно, то знаете, что я и без того выражаю свое негодование в отношении каких-нибудь фри-то-плейных карточек, около фри-то-плейных карточек, и теперь как раз таки пришло время поговорить о тех самых донатных карточках, которые далеко не все игроки могут себе позволить. Или же проще, далеко не все игроки хотят на них лишний раз тратиться. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов. И что самое главное, безопасно. И также в связи с обновлением сайта и добавлением возможности пополнения на PlayRock вашего Steam аккаунта, они разыгрывают целый игровой ПК. Условия для участия крайне простые, а именно подписаться на их телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвовать» и ждать результатов конкурса, которые будут 27 числа. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Как вы все наверняка знаете, сейчас в игре происходит подведение итогов футбольного сезона, что в принципе логично, и в рамках вот этого подведения итогов мы получаем соответствующие наборы, которые как раз таки и отображают достижения футболистов по ходу прошедшей кампании. Мы получили бигтаймовские карточки Дембеле, Салаха, шоутаймовские карточки Дуэ, Габриэля, Гравенберха, и подобные карточки нас также ожидают и по другим чемпионатам и, возможно, турнирам. И чем дальше мы заходим по этим карточкам, по этим наборам, тем больше вопросов у меня к ним возникает. Например, взять тот же самый пак по Ла Лиге, в который нам представили тройку, Педри, Мбаппе и Рафинья. В принципе, все игроки — это футболисты двух ключевых команд в Испании, которые, по сути, и боролись за чемпионство, и, в принципе, здесь все более-менее оправдано. Килян Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, Рафинья, который настрелял какую-то сумасшедшую статистику, и даже не столько в чемпионате, сколько за сезон в целом, и бигтаймовский Педри. Считаю нужным лишний раз это проговорить. К самому Педри у меня нет никаких претензий, я его не недооцениваю, я не пренебрегаю им, игрок фантастический, более того, он из Барселоны мне, наверное, нравится больше всего, моделька в игре у него неплохая, но я отчаянно не понимаю, почему именно он получает бигтаймовскую карточку по итогам сезона в Ла Лиге. И как бы я ни болел и не ратовал душой за мадридский Реал, я даже не считаю нужным отдавать бигтаймовскую карточку Мбаппе, потому что сам Реал провел достаточно такой, знаете, неоднозначный сезон, как в целом, так и в Ла Лиге непосредственно. А поэтому, если рассуждать о бигтаймовской карточке по итогам испанской кампании, то, как мне кажется, более актуальным был бы вопрос между Ямалем и Рафиньей. Ну и здесь, мне кажется, все более-менее однозначным, учитывая, что Рафинья уже получал шоутаймовскую карточку в рамках 25-й части, более логичным развитием событий казалась как раз-таки вот бигтаймовская карточка по итогам кампании в Ла Лиге, потому что достижения в Лиге Чемпионов, всю ту результативность Konami, судя по всему, проигнорировали, тогда как результативность в Ла Лиге они решили наградить обычной шоутаймовской карточкой. Ну как обычный, донатный, платный, но все-таки. Тогда как Ямаль и вовсе не попал в пак по Ла Лиге, не в подсы, не в Big Time Showtime пак. Какое-то странное отношение у Konami к Рафинье, потому что после релиза как раз-таки той самой шоутаймовской карточки, все последующие релизы в команде недели или в каких-нибудь иных наборах, сейчас точно не вспомню, в принципе рейтинг Рафиньи еле-еле достигал 100 пунктов. И вот опять в отношении Рафиньи мы снова наблюдаем ту же самую шоутаймовскую карточку. Спрашивается, а зачем тогда было выпускать такую же карточку шоутаймовскую только в конце предыдущего календарного года?
Но Рафинья это не единственный игрок, который страдает подобной, в кавычках, проблемой. То же самое можно сказать и про Килиана Мбаппе. Не по части бигтаймовской карточки, а именно вот нескольких шоутаймовских карточек. Потому что каждый футбольный год по окончанию сезона мы так или иначе наблюдали шоутаймовские карточки Килиана Мбаппе по итогам сезона. Но в отличие от предыдущих сезонов, в этом сезоне Килиан Мбаппе уже успел обзавестись карточкой только по сборной Франции. И тогда он получил, как мне кажется, не совсем уместный навык в виде пикирующего сокола. Сейчас же мы снова наблюдаем Мбаппе с теми же самыми уровнями прокачки, только уже с другим навыком. И более того, разница между этими двумя версиями особо не существенна, если мы будем говорить именно что о цифрах. Разве что у карточки за сборную Франции в лучшую сторону отличается прыгучесть и подкрутка. Последняя как раз таки обусловлена пикирующим соколом. Тогда как все остальные цифры также имеют небольшие различия, но я бы не назвал это каким-то геймчейнджером. В то же время мы вспоминаем одну из самых имбовейших карточек Мбаппе, которая в свое время была доступна чуть ли не для каждого игрока, и обзавестись ею можно было даже не тратя ни 1000, ни 1500 золотых монет, а просто сетуя на рандом из пака «Команда недели». Да, я говорю про ту самую карточку по итогам одного из матчей чемпионата мира 22 года, когда Килиан Мбаппе появился в качестве левого полузащитника со стилем атакующий полузащитник, и у которого номинальный рейтинг достигает тех же самых 105 пунктов. И как мне кажется, вот среди этих двух шоутаймовских карточек, именно вот карточка из команды недели более-менее сбалансированная, потому что тут и хорошая дрибла, и хорошая скорость, она чуть-чуть поскромнее, конечно, чем у двух шоутаймов, но все же имеется и устойчивость, которая почти что приближается к зеленому диапазону, даже прыгучесть с игрой головой у него проставлена, хоть Килиан Мбаппе это далеко не тот нападающий, который будет играть головой. И получается, что карточка уже 3-летней давности все еще актуальна и в какой-то степени даже превосходит те же самые шоутаймовские карточки, которые появились в рамках одной части за сборную Франции и по итогам сезона в Ла Лиге. Или вот, например, один из последних паков, который также связан с Showtime и Big Time карточкой, и в частности карточка Хвичи Кварацхелия. Во-первых, я не совсем понимаю, за что Кварацхелия получил именно Big Time'овскую карточку. Не поймите меня неправильно, в ПСЖ он неплохо себя проявил, в принципе, хороший сезон провел что в начале за Наполи, что потом за ПСЖ, но на мой субъективный взгляд, опять же, он не выдал чего-то такого, чтобы ему можно было бы отдать целую Big Time'овскую карточку. Как-то, например, сделал Дембеле в целом за всю кампанию и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов, или Мухаммед Салах за сумасшедший сезон непосредственно в рамках АПЛ. А поэтому возникает вопрос, а что такого сделал Хвича Кварацхелия? Конечно, в комментариях вы можете мне указать, что конкретно он сделал, чем можно было бы обосновать его бигтаймовскую карточку, но опять же, как по мне, спорный момент. Но даже не это основная причина моего скептического отношения к данной карточке, а именно навык, который ей присвоен, и некоторые цифры. Непосредственно Хвича Кварацхелия стал одним из тех игроков, который также получил пикирование Сокола, при том, что если мы посмотрим на его цифры, как раз таки при стандартной прокачке, как Konami это сами подразумевают, какие изначально они ему цифры проставили, Хвича Кварацхелия получил пикирующего Сокола при наличии подкрутки в 84 пункта и реализации 85. И только сила удара отчасти приближается к необходимому диапазону, который требуется для пикирующего Сокола. Да, конечно же, лишний раз можно перекачать Кварацхелию, накинув ему дополнительные баллы на силу ног и выносливость, на удары, чтобы цифры подкрутки и силы удара у него были заведомо выше, нежели при стандартной прокачке. Просто это очередной вопрос к Konami из разряда «А зачем вы добавили ему этот навык, когда изначальные цифры у него не совсем дотягивают, чтобы этот навык был еще более эффективным, нежели он может быть». Это, знаете, как в случае с Суаресом, которому на эпическую карточку зачем-то накинули голову молот, тогда как сама моделька Суареса для игры головой, ну, не сказать, что прям сильно предназначена. Да, когда вы будете навешивать на него в штрафную, он, может быть, что-нибудь и ткнет головой, но в основном он на втором этаже как будто бы бесполезен при наличии всяких Роналду, Коллеров, Нуньезов и прочих головастиков.
Этот ролик я начинал с того, что пытался предугадать парочку комментариев, на которые и попытался ответить, и, наверное, закончу этот ролик на том же самом, предвещая один из возможных комментариев. Я не жалуюсь и не проговариваю все это только потому, что хотел забрать всех этих игроков к себе, а их, видите ли, сделали не такими, как я себе представлял. На самом деле, от отсутствия Ямаля, всей этой ситуации с Мбаппе и Кварацхелией мне не холодно, не жарко, просто это лишний раз вызывает вопросы к тому, как Konami работают над контентом. Как такового контента-то в eFootball не так уж и много, это по сути карточки, и даже к ним, к тому, как они распределяют цифры для скиллов, какие навыки выдают, кого включают в паки, также вызывает вопросы, когда к этому можно было бы подойти чуть более ответственно. Хотя, мне ли говорить про ответственность человеку, который записывает 99% роликов без какого-либо сценария? Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как вам очередная порция воды на весь этот счет? Согласны ли вы с моим мнением или же имеете иное на этот счет? Обо всем этом и не только пишите в комментариях. Не забывайте про привычную активность под этим роликом в виде лайка и подписки на канал, если вы находитесь здесь впервые. А у меня же на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч. can see what they are.